Приветствую вас! В этом выпуске я расскажу о жизни римского императора Нерона. Если мой рассказ будет для вас интересным и полезным, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Император Нерон Клавдий Цезарь Август Германик родился 15 декабря 1937 года в семье Гнея Домиция Агенобарба и Агриппины-младшей, дочери популярнейшего римского полководца Германика и сестры императора Калигулы. При рождении он получил имя Луций Домиций Агенобарб. Однако в 1939 году, после смерти любимой своей сестры Друзиллы, Калигула обвинил двух других сестер, Ливиллу и Агриппину, в заговоре и сослал их на один из Понцианских островов, Пандетерию. Условия ссылки были чрезвычайно тяжелыми. Калигула запретил оказывать сестрам какую-либо помощь, однако они научились нырять за губками на морское дно и за счет продажи собранного смогли прокормиться. Ребенок остался с отцом, но после его смерти в 1940 году попал под опеку тетки со стороны отца Домиции. После смерти Калигулы в 1941 году Клавдий возвратил Агриппину из ссылки. В 1949 году она вышла замуж за Клавдия и стала Августой. Дальнейшие события я довольно подробно изложил в рассказе об императоре Клавдии. Вкратце повторю основные вехи. Агриппина страстно желала сделать своего сына императором и для достижения этой цели шла, используя любые средства. В 50 году Агриппина уговорила Клавдия усыновить Нерона, который перешел в связи с этим в род Клавдиев и получил имя Нерон Клавдий Цезарь Друз Германик. Поскольку Нерон был 3 годами старше родного сына Клавдия, Британика, он стал наследником первой очереди, оттеснив сводного брата на задний план. Окончательно Нерон закрепился на первом месте в иерархии наследников после того, как женился по настоянию Клавдия на его дочери Октавии. Свадьба состоялась в 1953 году. Единственным препятствием в достижении трона оставался Клавдий, и, как и следовало ожидать, Агриппина его отравила. 13 октября 1954 года Нерон был провозглашен новым императором. Молодому человеку было 17 лет. Он был совершенно неопытен и не выказывал особого рвения к государственному управлению. Еще будучи ребенком, он любил творческие занятия – поэзию, музыку, рисование, театр, резьбу по дереву, а к наукам, необходимым для управления империей, относился холодно. Сначала подлинным правителем государства была властная Агриппина. Однако император быстро стал тяготиться таким положением дел и постепенно отстранил ее от управления империей, перепоручив эти обязанности фактически 2 людям. Это были известный философ Луций Анней Сенека, которого сама Агриппина еще в 1949 году возвратила из ссылки, специально для того, чтобы он стал воспитателем юного Нерона, а также префект преторианцев Секст Афраний Бур. В течение 7 лет, то есть практически всю первую половину правления Нерона, они были фактическими правителями Рима. Во время своего правления эти деятели, как говорится, охулки на руку не клали и изрядно разбогатели. Так Сенека, воспользовавшись своим положением, сумел сколотить состояние в 300 миллионов сестерций. Но Сенека и Бур тесно сотрудничали и проводили весьма продуманную и осмысленную политику. И у историков постоянно возникает соблазн назвать эти 7 лет едва ли не лучшими в империи в первом веке. Немалых успехов добились они во внешней политике. Так, Сенеке и Бурру
удалось блестяще решить весьма болезненную армянскую проблему. Еще при Клавдии началась серия римско-парфянских войн, основной задачей которых было превращение Армении в зависимое государство либо от Римской империи, либо от парфян. Римляне пытались поставить на армянский престол своего ставленника, парфяне – своего. Уступать никто и не думал, и казалось, войнам не будет конца. Армения для Рима была как чемодан без ручки, и бросить жалко, и удержать невозможно. Тогда в Риме решили сбагрить с рук столь дорогостоящий приз, сохранив, однако, при этом престиж. Нероновская администрация признала царем Армении парфянского ставленника Тиридата, брата парфянского же царя Вологеза I, при условии, что он отправится в Рим, где принесет вассальную присягу и получит царскую тиару из рук Нерона. Результат превзошел самые оптимистические ожидания. Тиридат, в армянской традиции Тердат I, посетил Рим, где его приняли с большой помпой, принес там присягу и действительно стал весьма лояльным вассалом Рима. В результате Армения по-настоящему вошла в орбиту влияния Рима, все разногласия с Парфией надолго ушли в небытие, и на Востоке на несколько десятилетий воцарился вожделенный мир. Не случайно после гибели Нерона именно на Востоке появилось несколько лженеронов, получивших значительную поддержку народа, наслаждавшегося благодаря политике нероновской администрации благами длительного мира. Точно так же путем умелого совмещения разумного применения силы и необходимых компромиссов удалось надолго умиротворить Британию после восстания Боудикки. Внутренняя политика также была весьма успешной. В эпоху раннего Нерона было налажено деловое сотрудничество императорской администрации с Сенатом, который был привлечен к решению важнейших вопросов внутренней политики. Значительную популярность принесла Нерону борьба с коррупцией. Увы, мой зритель, вопрос борьбы с коррупцией актуален не только ныне, но был весьма животрепещущим и в эпоху Нерона. Налоги собирали откупные компании, щедро делившиеся с представителями местной администрации сверхприбылями, с тем, чтобы они не замечали многочисленных нарушений закона при собирании налогов. Теперь надзор за деятельностью откупщиков был возложен на чиновников финансового ведомства, преимущественно вольноотпущенников, имевших значительно меньше возможностей для личного обогащения, чем сенаторы и всадники из провинциальных администраций. Немало должностных лиц, обвиненных в коррупции и вымогательстве, пошли под суд. К тому же сами налоги и сборы были уменьшены вдвое, а на продовольственные товары, ввозимые морским путем, налоги были и вовсе отменены. Следует также отметить, что Сенеке и Бурру удавалось сдерживать артистические увлечения императора в рамках приличия и таким образом избегать скандалов. Однако Агриппина постоянно старалась оттеснить Сенеку и Бурра от управления государством. У нее тоже был штат своих сотрудников, который возглавлял опытнейший вольноотпущенник Марк Антоний Паллас или Паллант, бывший одним из наиболее влиятельных чиновников в императорской канцелярии еще при Клавдии. Он, между прочим, сумел нажить состояние в целых 400 миллионов. Однако после недолгой борьбы партия Бурра и Сенеки победила, и в 55 году Агриппина вместе с Палласом была полностью устранена от управления и удалена из дворца. В конце 58 года поползли слухи, что Агриппина плетет нити заговора, пытаясь отстранить сына от власти, и Нерон принял решение ее убить. Трижды он пытался ее отравить, но осторожная Агриппина, очевидно, принимала противоядие. В качестве такового называют тиреак, изобретенный врачом Нерона Андромахом. Затем был разработан сложнейший план, позволявший убить Агриппину
и в то же время не навести подозрений на Нерона, чтобы он не слыл матери-убийцей. Был построен корабль, который при помощи специального механизма распадался на части, и корабль тонул моментально. В каюте над ложем Агриппины была подвешена специальная плита, которая должна была в нужный момент упасть на постель Агриппины. Но и это покушение не удалось. Свинцовую плиту задержала высокая спинка кровати, а механизм разрушения корабля не сработал. Корабль накренился, и Агриппина, великолепная пловчиха, спрыгнув за борт, вплавь добралась до берега. Перепуганный Нерон приказал ее убить, уже невзирая ни на какие условности. Тацит сообщал, что, когда Центурион обнажил меч, чтобы ее умертвить, она, подставив ему живот, воскликнула «Поражай чрево», очевидно давая понять, что раскаивается в том, что родила такого сына. Хотя тот же Тацит утверждал, что Агриппина уже давно знала о своей судьбе, ибо за много лет до смерти обратилась к халдейским магам с вопросом о судьбе Нерона. Когда она услышала, что ее сын будет властвовать, но умертвит мать, она сказала: «Пусть умерщвляет, лишь бы властвовал». К чести Бурра и Сенеки Нерон решился на убийство матери, очевидно, не заручившись их согласием. По крайней мере, известно, что исполнителями убийства были не подчиненные Буру претарианцы, а флотские офицеры. Это случилось в 59 году. Как ни удивительно, но убийство матери Нерон, как сообщают современники, тяжко переживал, испытывая муки совести. В 58 году Нерон увлекся женой будущего императора Марка Сальвия Отона Поппеей Сабиной, женщиной весьма сомнительных моральных качеств, и развел ее с мужем. Он вознамерился на ней жениться, но поскольку против разрыва с Октавией выступил Бур, он некоторое время сожительствовал с Поппеей неофициально. Настоящим Рубиконом, подведшим черту под относительно благополучным периодом правления Нерона, стала смерть Афрания Бурра, последовавшая в 62 году. Он умер от опухоли в горле, хотя современники обвиняли в его смерти Нерона, который якобы передал ему яд под видом мази для горла. Что ж, эта версия правдоподобна, учитывая влияние на императора Поппеи, для которой Бур был как кость в горле. Соратника Бурра, Сенеку, обвинили в растрате, и он был отстранен от дел, а в 65 году по приказу Нерона покончил с собой. С Октавией Нерон развелся и, наконец, женился на Поппее. Вдобавок Октавия была обвинена в заговоре и убита. Собственно, ей насильственно вскрыли вены на руках и ногах. Характерный штрих – голову убитой Октавии привезли показать торжествующей Поппее. Следует отметить, что замужество не принесло счастья и Поппее. Позже, во время одной из ссор, пьяный Нерон пнул беременную Поппею ногой в живот. Августа и ее нерожденный ребенок погибли. После смерти Поппеи Нерон пустился в сексуальное распутство в духе Калигулы. Как указывал Светоний, он справил свадьбу с мальчиком-спором, чрезвычайно похожим на Поппею, с великой пышностью ввел его в свой дом и жил с ним, как со своей женой. В связи с этим в Риме стала популярной шутка: как счастливы были бы люди, если бы у Неронова отца была бы такая же жена. Позже он устроил свадьбу с отпущенником Дорифором. Некоторые авторы называют его Пифагором. Но теперь Нерон был в роли невесты, а не жениха. Нередкими были разнузданнейшие оргии, во время которых, как отмечал Светоний, Нерон в звериной шкуре выскакивал из клетки, набрасывался на привязанных к столбам голых мужчин и женщин и, насытив дикую похоть, отдавался вольноотпущеннику Дорифору. Возобновились процессы по оскорблению величия, в результате которых приняли смерть многие римляне, в
том числе и Марк Антоний Паллас. Вообще, согласно Светонию, он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно. Начались массовые конфискации имущества у представителей высших слоев. Сенеку и Бура заменили Фений Руф и Гай Сафоний Тигеллин, новые префекты Претория. Это были люди иного пошиба, чем их предшественники, совершенно аморальные и жестокие, окружившие Нерона толпой льстецов, превозносящих до небес любое деяние императора, и тот совершенно утратил связь с реальностью. В этот период Нерон уже совершенно утратил интерес к управлению государством, и фактическими правителями Рима стали Руф и Тигеллин, а после казни Фения Руфа в 65 году и до смерти Нерона единолично Гай Сафоний Тигеллин. Интересы Нерона сосредоточились на искусстве. Нерон любил петь, играть на кефаре, сочинял пьесы и стихи, наслаждался участием в соревнованиях поэтов, а также спортивных состязаниях на колесницах. Весьма тщательно он работал над эпической поэмой о гибели Трои. Долгое время Бур и Сенека не допускали выступления императора на широкой публике. Он декламировал стихи и музицировал перед избранными зрителями, преимущественно на банкетах. Однако после смерти Бурра и отстранения Сенеки Нерон под влиянием придворных льстецов поверил в свой талант и в 1964 году впервые выступил в Неаполе публично. Затем в 1965 году во время одного из фестивалей император выступил уже перед многочисленной римской публикой. Следует отметить, что Нерон относился к состязаниям очень серьезно, очень опасался, что судьи могут снять его с соревнований за невольное нарушение их правил, и поэтому скрупулезно их соблюдал. Получая приз за победу, он искренне верил в объективность судей и чрезвычайно радовался своим заслуженным, по его мнению, победам. Нельзя сказать, что Нерон был совершенно бесталанным. Его стихи хвалили многие современники. Но все же глава государства должен все-таки уделять хотя бы часть своего времени своим прямым обязанностям. Венцом поэтической и артистической карьеры Нерона было участие в 1966 году в специально организованных для него Олимпийских играх в Греции. Нерону захотелось блеснуть своим талантом на родине искусства и спорта перед наиболее искушенной эллинской публикой. Льстивые греки во всех соревнованиях, разумеется, присуждали ему победу, даже если было совершенно очевидно, что это не так. Так, в одном из состязаний Нерон управлял колесницей, запряженной 10 лошадьми, и был выброшен из нее. И хотя он не смог продолжить гонку, ему была присуждена награда, за что судьи получили, между прочим, 1 000 000 сестерций. Растроганный Нерон награду за теплую встречу освободил греческие полисы от налогов, дал Греции свободу. Впрочем, греки пользовались этой свободой недолго. Веспасиан, придя к власти, немедленно отменил ее, заявив в своем неподражаемом стиле, что грекам еще надо дорасти до свободы. Рассказ о Нероне был бы неполным, если не упомянуть о пожаре Рима и событиях с ним связанными. В ночь на 19 июня 1964 года в Риме вспыхнул наибольший за всю историю города пожар, бушевавший 5 дней. В ходе пожара из 14 кварталов Рима уцелело лишь 6, множество людей погибло. Распространились слухи, что виновником пожаров был сам Нерон. Так, Светоний сообщает, что многие жители ловили у себя во дворах его слуг с факелами и паклей, но не осмеливались их трогать. А сам Нерон на этот пожар смотрел с одной из башен, наслаждаясь, по его словам, великолепным пламенем, и в театральном одеянии пел поэму «Крушение Трои»,
собственного сочинения. Другие авторы также обвиняют Нерона в поджоге, но не из эстетических, так сказать, побуждений, а чтобы сжечь трущобы и расчистить место для перестройки Рима. Впрочем, если верить Тациту, Нерон во время пожара находился в Анции и никакого отношения к поджогу не имел. Наоборот, услышав о пожаре, он немедленно явился в Рим и принял самое деятельное участие в устранении его последствий. Для оставшихся без крова римлян он открыл свои дворцы, спешно возвел новые строения, чтобы разместить в них толпы обездоленных переселенцев, и сделал все возможное для обеспечения их продовольствием, причем резко снизил цены на хлеб. Однако слух о вине Нерона, о том, что он сжег Рим ради чтения своей поэмы, упорно распространялся, и императору необходимо было срочно найти виновника пожара. Долго искать не пришлось. Были обвинены христиане, довольно многочисленная община которых уже находилась в городе. Обычаи христиан были непонятны римлянам. О них выдумывали различные небылицы, и поэтому обвинения пали на благодатную почву. Тацит писал об этом так. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть, кого толпа называла христианами. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обреченных на смерть в огне, поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Не преминул Нерон и организовать зрелища для утехи толпы. Христиан выводили на арену цирка, где под радостное улюлюканье зрителей их травили специально обученными зверями. По преданию, во время этих гонений были казнены апостолы Петр и Павел, пребывавшие в то время в Риме. Павлу, как римскому гражданину, отсекли голову. Петр был распят на кресте. Поскольку Петр считал себя недостойным умереть так, как умер Спаситель, он попросил распять себя головой вниз и по преданию принял смерть в перевернутом виде. Эти события, пожар Рима, преследование христиан, смерть Петра описал Генрих Сенкевич в своем романе «Quo Vadis», «Куда идешь?», на сюжет которого было создано несколько очень неплохих экранизаций. В романе апостол Петр, поддавшись уговорам членов общины покинуть город и спастись бегством от гонений, встретил на Аппиевой дороге Христа. На вопрос апостола «Куда идешь, Господи?», Христос ответил «Иду, чтобы снова быть распятым, раз мой апостол покинул верных». Устыдившись, Петр вернулся в город и отдался в руки властей. После пожара, в связи с необходимостью найти деньги на восстановление Рима, снова увеличились налоги, резко усилилось давление на провинции, причем власти не гнушались даже изымать ценности из провинциальных храмов. Все это вызвало значительное неудовольствие в народе и приводило к восстаниям. В марте 1968 года поднял восстание наместник Лугдунской Галлии Гай Юлий Виндекс, на помощь которому пришел наместник Тараконской Испании, популярный полководец Сервий Сульпиций Гальба. Поскольку германские легионы заняли выжидательную позицию, Гальба без помех быстро двинулся к Риму, встречаемый везде толпами народа. После того, как перепуганный Сенат объявил Нерона врагом народа, и особенно после сообщения, что претарианцы во главе с Тигеллином готовы принести присягу Гальбе, Нерона покинули все окружающие. Император с 4 оставшимися у него спутниками покинул дворец и отправился на загородную виллу в 4 милях от Рима. Нерон приказал выкопать для себя могилу, но не смог совершить самоубийство. И лишь услышав стук копыт коней преследователей, он с помощью своего секретаря Эпафродита
перерезал себе горло. Перед смертью Нерон повторял фразу «Какой великий артист погибает!». Так погиб император, имя которого стало нарицательным для обозначения жестокого и бездушного правителя и названный в Апокалипсисе Антихристом. Итак, рассказ о римском императоре Нероне завершен. Если был он интересным и полезным, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. До свидания.